Рождение пчелы. Сколько бы ни наблюдали мы за этим явлением, всегда оно воспринимается одинаково, как рождение чуда. У пчелы нет детства. С первого мгновения труд. Несколько дней хозяйственных работ в улье, затем подготовка к первым полетам. Танец разведчицы. Это сигнал. Есть богатая добыча. К цветам. Цветы. Они дают пчелам корм, и пчелы не остаются в долгу. В течение всей своей жизни несет пчела нектар и пыльцу в улей. Если бы не цветы, не называли бы пчелу медоносной. Если бы не пчелы, не называли бы цветы медовыми. Эпоха за эпохой проходили над землей, меняя ее облик, но пчелы изменялись мало. Казалось, сама эволюция была очарована совершенством своего создания. Но вот пересеклись пути пчелы и человека. Человек находил пчелиные гнезда, разрушал их, забирал мед. Первые попытки одомашнивания пчел. Человек расширяет дупла, делает борти на деревьях. На Украине еще и сегодня поборники старинного бортничества могут продемонстрировать давно забытые способы. Бортничество в то время давало немало меда и воска. Помогал человеку опыт. Вместо бортий на деревьях устанавливают колоды на земле. Через некоторое время пчелы справляют новоселье в первых ульях-дуплянках. Человек пытался вмешиваться в дела пчелиной семьи. Но за помощью он обращался не к науке. Охрана пчел была вверена святым Зосиме и Савватию. Преподобные отцы оказались плохими защитниками. Чтобы забирать мед, человек вынужден был каждую осень уничтожать пчел. Уберечь пчелиные семьи от гибели могли только знания человека. Это произошло 1,5 столетия назад. Петр Иванович Прокопович после военной службы вернулся на родную Черниговщину. «800 пчелиных семейств обрели удивительного хозяина, который построил им удобное жилище.
Первые в мире разборные рамочные ульи. Такая конструкция сделала бессмысленным ежегодное уничтожение пчел. Творческая мысль человека подарила жизнь семейству пчел. Наблюдая и изучая жизнь пчел, Прокопович пишет первые научные труды, проникнутые заботой и любовью к неутомимым маленьким труженицам. Он создал первую школу отечественного пчеловодства. Азбуке пчеловодства обучались на Черниговщине посланцы Украины и России. Петр Иванович Прокопович внес неоценимый вклад в науку о пчеловодстве. С тех пор пчеловодство шагнуло далеко вперед. Сейчас на Украине имеется около 2,5 миллионов семей пчел, а семья летом – это почти 60 тысяч пчел. Пчеловодство переведено на солидную научную основу. Человек обучается умелому руководству жизнью и трудом пчел. В пчеловодческих питомниках ведется большая племенная работа. Крылатые жители размещены тут в материнские, отцовские семьи, а также в семьи воспитательницы и в небольшие нуклеусы. Из материнской семьи однодневные личинки переносят в мисочки на специальной рамке, которую ставят в семью воспитательницу, откуда перед этим извлекли матку. Оставшись без матки, пчелы достраивают мисочки и переоборудуют их в маточники. Пчелы кормят своих воспитанниц маточным молочком. После этого маточники переносят в нуклеусы. Именно здесь рождается пчелиная матка. В племенной работе используют также инкубаторный способ. Заряженные маточники устанавливают в клеточки Титова. В инкубаторах при помощи специальных датчиков имитируются условия обыкновенного улья. Поддерживается определенная температура и влажность. После оплодотворения матку вместе с несколькими рабочими пчелами в пластмассовом пакете отправляют заказчику. Тысячи оплодотворенных маток рассылают в различные хозяйства пчеловодческие питомники республики. Особенно желанная гостья – пчелка карпатская. Весна – пора массового цветения. В это время у пчел много работы.
От их опылительной деятельности в значительной степени зависит урожай садов и полей. Благодаря пчелам сельское хозяйство получает дополнительные урожаи фруктов, подсолнечника, гречихи и других культур. Подсчитано, что опыление с помощью пчел добавляет к урожаю плодовых деревьев, гречихи и подсолнечника до 15-30%. В общем, хозяйство республики благодаря этому получают ежегодно почти 500 миллиарда рублей прибыли. Поэтому на дорогах Украины часто можно встретить кочевые пасеки. Ульи выставляют вблизи мест цветения растений. Даже зимой не все пчелы отдыхают. Их все больше используют при опылении культур, выращиваемых в теплицах. Заботясь о повышении производительности пчел, человек помогает им, создает для них просторные жилища, современные ульи. Трудно себе представить всю кропотливость труда крылатых строителей при постройке сотов. Теперь этот процесс начинают люди и подвластные им машины. Пчелы получают великолепную искусственную вощину. Это готовый фундамент для сотов. Основное направление дальнейшего развития пчеловодства в нашей стране – создание крупных специализированных пчеловодческих совхозов и межхозяйственных пчелокомплексов, которые имеют богатую кормовую базу для пчел, вспомогательные цехи и службы. В зимовниках для крылатых тружениц создан настоящий комфорт. Красный свет, свежий чистый воздух. За заботу пчелы благодарны людям. Рамки из ульев поступают в цех откачки и расфасовки меда. Виброножами распечатывают соты. Откачивают мед на медогонах. Он отстаивается в специальных танках, откуда ручейки меда поступают в автоматы для расфасовки. И вот сладкая продукция уже готова к отправке. Не медом единым отдают щедрую дань людям пчелиные семьи. Ульи с пчелами – это настоящая аптека. Пчелиный яд, прополис, маточное молочко, целебные чудесные лекарства. Широко используется в различных отраслях промышленности пчелиный воск. Сотрудничество цветка, пчелы и человека. Говорим мы сегодня. Рождение пчелы. Опять и опять происходит чудо в полумраке улья. Сколько живет пчела? Немного, но долгой
остается жизнь пчелиной семьи. Это удивительная жизнь.